Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, сегодня уделим внимание счастливым знакам, куда их правильно наносить для того, чтобы привлечь внимание, удачи, фортуны, и чтобы в вашей жизни было все чудесно, было прекрасно, и вы находились в постоянном потоке изобилия и достатка. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что будет очень много полезной, важной и нужной информации. Вы знаете, много людей, к сожалению, а может, к счастью, не знают, что такое удача и, как говорится, с чем ее едят, но стараются каждый день рассчитывать на удачу. И вы знаете, очень важно, чтобы вы на энергетическом уровне постоянно подпитывались от энергии, от потока изобилия, от удачи, от благополучия. Конечно же, не все знают, не все получили знания от своих предков о том же, что же делать для того, чтобы удача ходила всегда рядом. Особенно это бывает в очень сложные и трудные моменты, когда вы не знаете, в какой момент произойдет следующая какая-то неудача, беда, проблема или неприятность. И очень часто каждому из нас, как воздух, необходима поддержка Вселенной, поддержка от высших сил. И поэтому очень важно помнить о знаках, о символах, которые действительно могут привлечь удачу в вашу жизнь. Обращаем ваше внимание, что именно этими символами, этими знаками вы можете пользоваться в любое время, а не только тогда, когда у вас есть какие-то проблемы. Давайте для начала уделим внимание рунам и назовем это те руны, которые у нас с вами отвечают за удачу. Конечно же, руны это для нас всех это древние символы, которые использовались еще для письменности. Но если вы правильно нанесете правильную руну, то таким образом вы можете привлечь удачу. Первая руна, которую мы рекомендуем вам использовать в своей жизни, это руна Феху. Она помогает исполнять самые заветные желания. Благодаря этой руне вы можете добиваться поставленных целей. Конечно, вы спросите, а где правильно ее нанести? Дело в том, что эту руну наносят на стопах, потому что именно она является магнитом для энергии стихии Земли. Следующая руна – это руна Урус. Она помогает в реализации всех ваших задуманных планов. И вы знаете, именно эта руна дает вам уверенность, дает вам поддержку, дает вам силу. Вы становитесь более раскрепощенными и понимаете на том или ином этапе жизни, как вам нужно правильно поступить. Вы прямо будете чувствовать, что кто-то вам прямо помогает. Но эту руну нужно наносить на нижнюю часть ног, потому что она связана с землей. Следующая руна, друзья, это руна Турисас. Это самая сильная руна, именно из рун, которая приносит не просто удачу, а случайную удачу, потому что с помощью этой руны вы действительно можете даже получить подарки от Вселенной. Вы ее можете нанести на любую часть вашего тела. Как вариант, вы можете нарисовать на бумаге и носить всегда с собой. Также очень хорошо, если время от времени вы на руну Турисас будете смотреть. И также вы можете оставить на своем рабочем месте. Только смотрите, чтобы поменьше людей обращали внимание на эту руну. Да и вообще на любые руны, на те знаки, символы, которые вы наносите и которые вас окружают. Потому что вы не знаете глаза других людей, насколько они могут быть завистливые, злые. Следующая руна, друзья, это руна Анзус, которая помогает в устранении любых преград на пути к целям. Вот именно руну Анзус наносится на предплечье вашей рабочей руки, основной руки. У правшей на правую руку, а у левши на левую.
Следующая, друзья, руна – это руна Киназ. Благодаря этой руне вы можете исполнить свои желания. Если вы очень сильно чего-то хотите в своей жизни, она поможет вам это реализовать. Также обращаем ваше внимание, что руна Киназ наносится на область груди или солнечного сплетения. Следующая, друзья, руна – это у нас руна Дагас. Вы знаете, вот именно это руна кардинальных жизненных перемен. Вы должны изначально быть готовы к тому, что вы хотите кардинальных перемен. И именно руна Дагас наносится на плечи. Но вот с ней нужно быть очень осторожно, потому что, так как вы с вами должны понимать изначально, что это мы с вами изначально закладываем информацию на кардинальные перемены в своей жизни, а соответственно действие ее может быть непредсказуемым. Поэтому вы должны об этом осознавать. Это, друзья, основные руны удачи. Вы можете их прямо сейчас, после просмотра этого видео, просмотреть в интернете, посмотреть, как правильно их рисовать и использовать именно ту руну, которая вам больше всего пригляделась или понравилась. Давайте поговорим и о других знаках удачи, которые помогут вам в жизни. Давайте начнем с четырехлистного клевера. Мы все знаем, что из себя представляет четырехлистный клевер. Вы его можете нарисовать сами, или вы можете распечатать изображение клевера. Очень важно, что вы его поставили перед собой. Как вариант, вы его можете даже нарисовать на теле, ну, например, на одной и на второй руке. Дело в том, что сам по себе клевер является символом, знаете, вот таким вот сильным магнитом удачи в любых делах. Также, если вам нужно, вы чувствуете, что вам не хватает вашей поддержки, вам не хватает удачи, также вы можете рисовать именно только в тот день, когда вам удача нужна. Попробуйте, потому что для одного человека клевер четырехлистный не так работает, например, как руна, а для кого-то наоборот. Далее подкова. Вы знаете, подкова является также достаточно сильным магнитом удачи и счастья. Очень хорошо, если вы ее будете рисовать на стенах, ставить изображение рабочего стола, например, на изображение рабочего стола в том же телефоне, на компьютере, на планшете. Также, как вариант, вы можете купить себе украшения, например, те же сережечки, какую-то брошку в виде подковы. Но обращайте внимание, что подковы, рожки могут быть идти вверх и вниз. Лучше, когда рожки идут именно вверх. Если вы подкову вешаете у себя над дверью, то вы должны в таком случае время от времени менять ее расположение. Время от времени мы рожками вверх, допустим, одну неделю, а вторую неделю рожками вниз. Таким образом у вас не будет дисбаланса и постоянно правильные энергии будут поступать в ваш дом и правильно будут распределяться. Конечно, очень здорово, если вы, например, нашли настоящую подкову. Но сегодня, как правило, настоящую подкову найти, это, наверное, достаточно иметь нужно сильное везение. Но вы знаете, в деревнях, в селах до сих пор можно найти эту подкову. Знаете, если вы нашли подкову, то в вашей жизни грядут достаточно серьезные кардинальные изменения. И, друзья, следующим символом удачи для вас могут выступать 3 единицы. Здесь очень важно, что именно 3 единицы вы можете нарисовать на любом участке своего тела. Главное, чтобы они были красивенькие, ровненькие. И считается, что вообще число обладает очень большой силой и призывает, что немаловажно, вот именно вот эти 3 единицы призывает на помощь вашего ангела-хранителя. А соответственно, когда ангел-хранитель всегда с вами, и вы еще и вот имеете эту поддержку, помощь, а значит, вы можете еще больше привлечь те блага, которые вам или не хватает, или вам нужно. Поэтому, друзья, мы, конечно,
конечно, хотим всем пожелать, чтобы удача всегда с вами была везде и всегда. Поэтому используйте все то, что передавалось из поколения в поколение от наших предков. Потому что наши предки использовали это все, хотя, как вы знаете, у них не было ни интернета, не было даже книг, но вот эти знания, они остались. Поэтому, пожалуйста, используйте эту информацию в себе во благо. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне вам понравилось больше, и смотрите, потому что там много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже в следующем видео.